Привет всем! Вы на канале Домовенок. Продолжаю я строительство своей мастерской. А какая же мастерская без инструмента? Поэтому сегодня у меня очередное пополнение в моем инструменте. Вот такая аккумуляторная многофункциональная шлифовальная машина 5 в одном. Линейки электрического инструмента FTL от фирмы Foxwell. На самом деле фирма Foxwell специализируется на продаже сварочного оборудования. Вот у меня даже есть маска сварочная их фирмы. Она уже вся потрепанная, ей, наверное, лет 10. За все это время я всего один раз у нее менял батарейки, хотя пользуюсь я ей постоянно и зимой, и летом. Очень мне понравилось их оборудование в плане цена-качество. Был у меня еще сварочный аппарат ММА, тоже этой же фирмы. Работал безотказно, покупался вместе с маской. Потом у меня появился полуавтомат, и тот сварочник я продал, потому что все равно лежал и пылился. А так кому-нибудь пригодится. Ну давайте посмотрим, что за зверь. Его вы еще не раз увидите в моих роликах, потому что я планирую им пользоваться часто. Потому что шлифовать что-то нужно постоянно. Так, сразу попадаются две насадки, так называемые подошвы. Документация с гарантийным талоном. Мешок, пылесборник, дельтовидная подошва, эксцентриковая подошва, большое разнообразие шлифовальных листов, по 3 штуки для каждой подошвы на 80, 100 и 120. Ну и сам аппарат. Третья прямоугольная подошва уже установлена на него. Ну, сразу могу сказать, что без аккумулятора он достаточно легкий. Двигатель у него щеточный, качество литья пластмассы отличное и есть прорезиненные вставки на рукояти. Кнопка включения и регулятор оборотов от 1 до 6. Вес машинки без аккумулятора без 2 грамм, килограмм 200. Раз уж заговорил об аккумуляторах, это представитель линейки, который продается без аккумуляторов. Аккумуляторы приобретаются отдельно, и может один аккумулятор использоваться с несколькими аппаратами. Мне вместе с ним пришли вот такие аккумуляторы в отдельных коробочках, гарантийный талон, инструкция с надписью «Единая аккумуляторная платформа». Аккумуляторы литий-ионные, 20 вольт, 4 ампера. Также хочу сказать, хорошее качество литья пластмассы, контакты утоплены для защиты. Отсутствует на них индикатор заряда, но он присутствует на самом аппарате. Ну и вместе с аккумулятором его вес составляет килограмм 859. То есть достаточно легкий, чтобы производить какие-то работы где-то на высоте, в неудобных местах. Здесь, кстати, на корпусе у него закреплен ключ шестигранный для смены подошв и крестообразная отвертка для прикручивания вот этих вот маленьких подошв. У каждой подошвы есть свой подшипник с эксцентриком. Для того, чтобы поменять подошву, нужно сначала отсоединить аккумулятор. Здесь у машинки имеется фиксатор, который не дает ей проворачиваться. Вот он сработал, двигатель заблокирован. Все, теперь откручиваем подошву и снимаем. Для того, чтобы дельтовидная подошва и прямоугольная не проворачивались, здесь имеются вот такие 4 посадочных места с резиновыми вставками, которые не дают подошве проворачиваться. У круглой подошвы такого нет, она вращается. Для того, чтобы установить узкую подошву и выпуклую, нужно сначала установить дельтовидную подошву, и вот в это место они уже прикручиваются. Вот так это выглядит. Я думаю, это уже для более труднодоступных мест, каких-нибудь небольших углов углубленных. А это, скорее всего, предназначено для шлифовки выпуклых поверхностей углов, круглых труб. Для более эффективной работы, конечно же, у меня есть второй аккумулятор, такой же 20 вольт, 4 ампера. Пока одним работаешь, второй заряжается. Они с функцией быстрой зарядки. А для того, чтобы их заряжать, понадобится вот такая зарядная станция. Также здесь присутствует гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и сам зарядник на один аккумулятор. Зарядная станция 20 вольт, 2,3 ампера, 65 ватт. Можно подвесить его на стене, чтобы он не занимал место на рабочем столе. Есть два индикатора, зеленый и красный. Красный означает, что он заряжается, зеленый означает, что он зарядился. Пускай пока постоит здесь, потом я ему найду место где-нибудь на стене. Все его возможности я вам уже показал в начале ролика. Работы очень много, поэтому лежать без дела он точно не будет. Все ссылки на представленное оборудование я оставлю у себя в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь, там много чего интересного.
Ну а сейчас мне надо будет придумать ему какую-то систему хранения, чтобы все это добро лежало где-то в одном месте и не растерялось. Сегодня на улице у нас что-то градусов 15, наверное, льет дождь, прохладно, и здесь как бы стало влажно, прохладно, поэтому топлю печку. Все отходы сегодня в печку. Просушить помещение. Ну и хожу в рубашечке. Я понял, в какие моменты нужна вот эта вот маленькая подошва. Вот здесь я немножко косипнул, у меня сверло вышло наружу и сломало стенку. Сейчас надо ее зашлифовать, выровнять. И как раз сейчас вот в этом месте можно добраться вот этим вот утюжком маленьким. Ну, вообще неплохо. Ну что, друзья, вот такой замечательный инструмент появился у меня в мастерской. Сделал я для него вот такую полочку, где помещается сам он впритык к стене. 3 места для сменных насадок и 1 место для шлифовальных листов. Рядом установил зарядную станцию, установлен и заряжается 2-й аккумулятор. И теперь, я думаю, для всего этого оборудования, чтобы он не стоял на столе, надо начинать делать такие же подставки, крепления, чтобы все это добро висело на стене в быстродоступном месте. Подошел, взял, поработал, поставил на место. Все быстро, доступно, легко и просто. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а я пошел работать. Всем пока!